Это была мечта. И мечта начинает сбываться. Приятной неожиданностью и открытием под завершение 2021 года из мира сериалов стал 1883. И под конец года не потому, что я поздно узнал о нем, а потому, что он вышел в середине декабря. Сериал супер свежий, хотя стоит сказать, что это предыстория сериала под названием Yellowstone с Кевином Костнером. И на мое большое удивление оказалось, что этот сериал с Костнером, он просто, какой-то неимоверно популярный, своего рода хит в Америке. И довольно обсуждаем, хотя я о нем вообще впервые услышал благодаря 1883. Я вообще нигде не видел его ни в каких подборках, разборах. А, к примеру, какой-нибудь сериал по типу, я не знаю, Ясновидец или Менталист или что-то в этом роде попадаются довольно часто, хотя они вообще не популярны. Сам сериал 1883 это вестерн и Yellowstone также. И это важно знать, потому что, например, один из моих самых нелюбимых жанров это мюзиклы. То есть я их вообще не смотрю, потому что не могу смотреть, не перевариваю. И вестерны примерно в той же категории находятся, что как-то не особо вызывают желание какого-то рвения к просмотру этого жанра, да и в принципе их-то толком уже и не снимают, да, и из последнего я смотрел какой-нибудь там Джанго Освобожденный, потому что это Тарантино, это хайпово, обсуждаемо, да и вообще по большей части это был, трэш, да, откровенно говоря, в стиле Тарантино, а не вестерн. И ты, старый негодяй, должен оказать им гостеприимство, ты меня понял? Да, сэр, но я не понимаю, почему я должен терпеть дерзость от этого. Тебе и не надо понимать, почему. Тебе все ясно? И какой-нибудь «Назад в будущее 3» 90-го года, где по сути смесь фантастики и вестерна, и «Мир Дикого Запада», где опять же не чистый вестерн, а помесь футуристического взгляда и вестерна. Ответ всегда казался мне очевидным. Нет никакой грани, что делает нас чем-то большим, чем сумма частей. Нет перелома, на котором мы становимся живыми. Нельзя определить сознание, ведь сознание не существует. Который я бросил смотреть на середине второго сезона, и, как оказалось, я вовремя соскочил, потому что поговаривают, что он превратился в анекдот. Сериал 1883 это чистый вестерн без каких-либо примесей, и драма, конечно же, человеческих отношений, каких-то событий из жизни главных героев. К примеру, сериал начинается мрачно, мы видим девушку в окружении индейцев, которая отчаянно отстреливается. Я осмелюсь предположить и скажу, что, скорее всего, так закончится сезон, да, заинтриговать зрителей, подогреть интерес и рвение к просмотру продолжения. Дальше эта нотка горечи растягивается и затрагивает еще одного довольно харизматичного старика, у которого дочь и жена умерли от оспы. Да, когда-то была такая болезнь, которая косила людей, и человечество ее победило с помощью вакцины. Так вот, он относит дочь к матери и сжигает свой собственный дом и хочет покончить с собой. Тут показывается его напарник и говорит, если он хочет себя убить, то пусть поторопится до наступления ночи, чтобы тому не пришлось копать яму в темноте. Поспеши. Лучше выкопать яму до наступления темноты. И вот это вот такая глубокая безнадега, такая страдательная безысходность, так насыщен этот короткий промежуток экранного времени, да еще и приправлен цинизмом и некоторого рода черным юмором. Нет, не потому что это черный сказал, да? Это все сразу впечатляет, захватывает внимание и подстегивает к просмотру. Этот харизматичный дед после слов напарника передумал себя убивать. Видимо, он решил, что хочет умереть в перестрелке, более символично, более наполнено смыслом получится и как-то более по-ковбойски, да, Дикий Запад все-таки. А помимо драматургии, тут очень круто все выполнено как в плане костюмов, декораций, так и грима, причесок. То есть внешний вид героев очень правдоподобно они выглядят, все такие какие-то, не знаю, потные, уставшие от вечно палящего солнца, сухого климата и обжигающего ветра, крутые размашистые пейзажи в кадре. Это все настолько погружает и восхищает, что сложно оторваться. И мне, как не любителю вестернов, этот сериал очень пришелся по вкусу и понравился. И да, ранее упомянутый Yellowstone можно, вообще не включать в принципе. Я имею в виду, чтобы посмотреть 1883. Во-первых, потому что их разделяет целых два поколения. То есть Кевин Костнер играет внука семьи Даттон. А во-вторых, это предыстория. То есть
то, что было до событий в Йеллоустоуне, так что может получиться как со «Звездными войнами». Ранее вышедший сериал надо будет посмотреть после завершения того, что посвежее. На этой оптимистичной ноте и положительном впечатлении я хотел бы закончить этот ролик. Ставьте большой палец вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики с этого канала. Пишите в комментариях, что вы думаете о сериале 1883. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.